Так, друзья, привет! Мы сегодня с вами поговорим о памяти. Я помню, что один из подписчиков просил что-то... точно! Поговорить о памяти и о агентах. Это интересная тема, давайте ее обсудим и посмотрим какие-то практические примеры, как она работает в N8N. Итак, давайте добавим базовый триггер. Нам нужен, конечно же, AI-агент какой-то. Пускай будет этот. Давайте мы... Почему нет? Давайте чатик сделаем. Отлично. Так, и модель это будет Gemini. Окей. Окей. Память. Самое интересное, да? Tools, ничего не надо, память. И вот, какие у нас варианты памяти есть? По сути, AI-агент, самый простой вариант, это вот Simple Memory. Что это означает? Это означает, что память будет храниться у вас в N8N на сервере. И доступ к этой памяти будет, используя Session ID. Это очень важный момент, что если ID, Session ID меняется, это будет означать, что агент ничего не знает о предыдущем. Если Session ID совпадает, то он будет сохранять контекст. И как много контекста он будет сохранять, вот зависит от контекстного окна. То есть здесь в данном 5 последних сообщений будет зависеть. Можно поставить 10. Можно 50. Наверное, да? Я и не ставил. Давайте проверим. Ну, мы не будем сейчас 50 писать. Просто ошибки не будет, наверное. Ну-ка. Open chat. Hello. How are you? Окей. Ошибка с Gemini. Что ему не нравится? Давайте выберем другую модель. Ну, без разницы. Мне она сильно большая не нужна. Flash. Ну и Pro. Ну-ка. Pro работает? Да. Окей, все работает. Давайте поставим, ну, вот 5, например, и протестируем. Мне даже будет любопытно. Так, что у нас тут? Чат, System Message. Ну, пока ставим просто мне. Давайте посмотрим. И вот обратите внимание, да, если вы посмотрите два запроса, которые я уже сделал. Первый Session ID посмотрим. Какой сюда пришел. Session ID 1 EE 0. На второй запрос 1 EE 0. Все, Session ID совпадает. Но как только вы сделаете сброс, все, Session ID поменялся. Ну давай. Hello. My name is Sergey. What is your name? Окей. Хорошо. Давайте напишем еще одно сообщение. Второе. What is my name? You told me your name Сергей. Помню, да? А теперь сделаем то же самое, но напишем, спросим на 6-й вопрос. Давайте.
Ну, что так долго? Давайте поменяем на ChatGPT. Поставим мини. Окей. Сбрасываем. Давайте обновим. Что-то зависло. Окей. Так. Спрашиваем обратно. Где вопрос? Нет вопроса. Окей. Что-нибудь я пишу просто так, 1, 2, 3, 4, 5. Итак, он помнит 5 последних. Давайте, получается, он еще будет помнить, видимо, одно. Напишем на всякий случай. И потом спросим ее. What is my name? Обратите внимание, он отвечает, что не знает моего имени. То есть он не видит этого сообщения. А в предыдущем примере мы увидели, что он видит. И вот это как раз контекстное окно. Это влияет на то, что агент запоминает. Это самая простая версия памяти. Давайте посмотрим, какие там еще есть. Motorhead я не использовал, не знаю. Postgres, это у вас вся память будет храниться в базе данных Postgres. И если вы не знаете, как подключить Postgres, посмотрите одно из моих предыдущих видео. Я буквально недавно разбирал, как подключить Postgres в базу данных и как использовать основные ноды для селекта, апдейта, инсерта и delete. Для апдейта и удаления. Redis есть тоже база данных, то есть все это связано с каким-то хранением данных, то есть каждый выбирает, как ему удобно хранить. Postgres очень удобно, ну, какую-то внешнюю базу данных очень удобно использовать, если вы используете еще какой-то сервис, например, у вас есть свой какой-то сайт, либо сервер, которым нужна эта переписка с клиентом, контекст знать и генерировать по нему данные. Если нет, то достаточно Simple Memory использовать. Опять же, вы можете сохранить Session ID и использовать его потом, подвязывая под каждого пользователя. Итак, в этом видео я рассказал все, что хотел по памяти и агентам. Напишите в комментариях, было ли это полезным, как вы используете, какую память для агентов. Ставим лайк, подписываемся на канал, ну или дизлайк, но не отписываемся от канала, потому что какое-то там видео вам по-любому понравилось. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.